Так, ребята, всем доброе утро. Ребят, у меня к вам сразу со старта такой вопрос. Как вы считаете, достойна ли дочь своей матери поминать ее, если ни копейки не дала на похороны? А когда появила возможность дать, нарушила обещание разделить пополам, когда у нее будут деньги. Вот такой человек достоин вообще имя произносить своей матери, не то чтобы поминать ее. Достойна ли это дочь своей матери намеренно кинуть вторую свою сестру, которая обещала, понимаете, обещала, потому что понимает, что вторая эта сестра, это я. Тогда отдала последнее, что было. И сама нуждается. Без разговоров. Когда сейчас та сестренка, которая появилась только на выплаты, помогайка, та вдруг стала бухгалтером главным, понимаете, у той совесть заткнулась. Или ее не было никогда, понимаете, бухгалтерша. А то, что вот эта вот помогайка нахуй послала, и сказала: храните сами, я ее не буду хранить, у меня денег нету. И объявилась только через 3 дня, страдалица в слезах, когда уже деньги на похороны были собраны. Я и Сашкова Женя, родственник. 2 человека, которые не оставили маму после смерти. Лариска, она, физически занималась этим, бегала, узнавала. Понимаете? Достойна ли вот эта особь, я ее человеком не могу назвать, подавно уже сестрой, поминать свою маму, когда она намеренно кидает, понимаете? Намеренно это делает. Жадность какая. Вы представляете, какая жадность? Ей все сделали, и выплаты это сделали. Причем, чтобы вы понимали, я нашла, что у него сейчас есть могила, и благодаря которой она имеет эти выплаты. Нашла его я, мне позвонил морг, и я делала опознание, и тело мне давали. И представляете, вы, что она сейчас делает со мной? Вот достойно ли такое существо поминать маму? Вот как вы считаете, это вот сестра родная, которой, помогли? Я и Лариса. У нее тут дочку, отцом которой является, благодаря которому она сейчас имеет вот эти вот выплаты, детский дом забрали, понимаете, в детский дом. Лариса на свои деньги, у нее ни копейки денег не было. Она ее везла в Северск, нанимала адвоката, платила, в Северске квартиру снимала. У той пенсия там 23 тысячи, из них 12 тысяч это ту квартиру, которую ей нашли в Северске, отдавали. Остальные там она Артему элемента платила 5 тысяч. У нее там оставалось, за что ей адвокату было платить. Лариса ее пожалела, понимаете, признала отцовство через суд. Вот эти на каждое заседание ходила. А это, помощница, которая там работает в Северске в магазине бытовых крупной сетки. Аферистка, понимаете? Государству плевать, всем плевать. Вообще, что происходит? Мошенничество прямо на глазах у всех. И вообще всем плевать. Ну ладно, бог с ним на этот счет. Но вот у нее, вот у самой, как человека, она инвалид, понимаете, такие злодеяния она творит. А потом она удивляется, что ее проклинают, понимаете? У нее аргумент, ее прокляли. Они мою жизнь разрушили, они меня обанкротили. Они оставили меня в сложном положении, она оставила. К этой твари из Хост-Сити я вообще не это. Я с ней до этого никогда всю жизнь не общалась. И вот сейчас тоже она воспользовалась моим конфликтом
конфликтом с Ларисой. И я дура тоже, блядь, уже 40 лет почти повелась на эту историю, на все. Из-за своей, как бы, не видела правды там какое-то время. Но увидела. Понимаете? Вот это вот, она инвалид при всем при этом. А потом она удивляется, почему у нее дети больные рождаются. Почему она сама инвалид. Почему она срет под себя. Недержание. И она думает, это проклятие, понимаете? Это не то, что она зло творит. И неблагодарная. Она думает, это мы прокляли. Причем реально та вот эта вот вторая манипуляторша, понимаете? Мозгов хватило только порошками торговать. Зато здесь она внутри семьи, манипуляторша, зная слабости каждого члена семьи. Понимаете, как она всеми манипулирует из-за этих денег валенных? Как у нее крыша поехала у преступницы у этой. Она преступница, она в тюрьме должна сидеть. Это преступление. Это мошеннические действия в крупном размере, то, что она задумала. Понимаете? Ну вот это вот Валентина, которой Лариса сделала пенсию. Я нашла ее, вот этого, благодаря которой они сейчас, в принципе, имеют какие-то выплаты. Понимаете? Я нашла, Это же все задокументировано. Морги в главном. Понимаете, кому еще? Понимаете? И она меня вот так вот кинула. Она мне обещала 300 тысяч, у нас не был договор. Я говорю, поможешь? Мне надо... Ну, я там в одну из стран хотела уехать. И на тот момент, так как они меня выдернули, надо было брату помогать Славке пенсию делать. Это полгода я ему, помимо того, что вот это по больницам туда-сюда толком работать не могла. Мало того, это перелет, аренда, понимаете? Ну, то есть подчистую она не понимает, какие это деньги стоят. Она, вообще не отупляет. Понимаете? И туда она 3 раза за все это время они перевели. 1 раз 10 тысяч ему на день рождения его подарили. Помощь их. А сейчас они кричат, они ему пенсию сделали, понимаете? Твари какие, вот просто. И она инвалид еще, понимаете? Вот все говорят, а вам не жалко сестру инвалида? Вот это инвалид, когда такие вещи творит, ей никого не жалко. Понимаете? Вот как вот быть, вот я не знаю. Представляете, какая бессовестная, просто вот бессовестная. Ладно, Бог им всем судья. Надеюсь, мои финансовые дела и жилищные выправятся, поправятся. Из сложной ситуации жизненной я выйду. Самое главное, на самом деле, благое дело. Я брата не бросила, хоть он и сводный. И никогда с ним не общались при жизни. Он такой достаточно... Он очень замкнутый человек в связи с болезнью. А эти две... Пускай. Они радуются, понимаете, когда вот они настолько мне всю жизнь как-то завидуют, что когда у меня что-то плохо, я в беде, они радуются. И это вы понимаете, и это типа по ДНК, блядь, мы от одной матери. Одна это, блин, продавщица беззубая, а вторая инвалидка, которой все сделали. У нее ребенок благодаря Лариске только с ней. Ей бы никогда Ульянку не вернули, она засранка. В прямом смысле. За коммунальные она за дом Ларисы были условия, чтобы она за коммунальный за дом заплатила, в котором она же собственница является. Также и ее дети. Там долг 200 с чем-то тысяч. Мне, понимаете, обещала. Да, лети, мы тебе поможем. Мы тебе потом поможем, Катя. А сейчас сидят там, поминают они маму, понимаете? Она несчастная, даже эти 35 тысяч мне не перевела, послала меня на 3 буквы. Зато сидела вчера, маму поминала. Представляете, вот какие бессовестные родственники могут быть. А вы говорите, ну тут врагов не надо иметь, когда по ДНК должны бы быть родные люди, такие мрази.
А сейчас, знаете, можно говорить все, что угодно, придумывать оправдания. Понятное дело, она сейчас перед той будет оправдываться. Ой, у меня депрессия была, у меня то, я в шоке была, у меня тоже умерла мама. И я ни секунду не раздумывая, все, что у меня было, отдала, поменяла. Извините, а когда человек уже похоронен, деньги на похороны собраны, объявиться и глазками хлопать, стройте себя страдальницу, ложка хороша к обеду. Также это Валентина, когда твоя дочка была в детском доме, извините, сейчас тоже можно придумать все, что угодно. Это вот твоя помощница, бухгалтерша ездила по адвокатам, и адвокатам платила, что вы так с Ларицкой поступили. А? Это же как надо все забыть, я не понимаю, это надо по чем-то быть. И я не знаю, может, она ей что-то там подсовывает, знаете, вот когда что-то там добавляют, что человек управляемый становится. Понимаете? Я не знаю, это по чем надо быть, чтобы всю благодарность за то, что ей сделали, ей жизнь спасли, ей ребенку, блин, жизнь спасли ее, она бы до сих пор в детском доме была. Это Юля срать было, Юля ни на одно заседание не сходила, ни копейки не дала на адвоката, ни копейки. Так же, как и на похороны. А теперь они маму поминают, понимаете? И это ей квартиру, блин, оплачивает. А так кто нашел ее мужа, у которого у пацана сейчас есть могила, понимаете, он 1,5 года, даже больше был без вести, потеряшкой. Я опознание делала, я видела эти, извините, останки. Выкинули бы уже через полгода, и все, и не было бы нахер никакой могилы. Запись в тетрадке по номеру, и все. И она меня кидает на деньги, понимаете? Зная, в каком я сейчас положении, они радуются, у них чем у меня хуже, тем у них счастье, понимаете? Проклинают ее, видите ли. Да, ее, понимаете, когда тебя в такой жизненном положении, когда тебя банкротят, когда у тебя, понимаете, в такое, ну, вставят в такое вот положение, где-то без денег на улице, она считает, ее не будут проклинать? Не проклинать? Ты пускай так отдавать долги, отдай за коммуналки, отдай за адвоката Ларисе, что тебе сделали, что твоя ребенок, твоя дочка сейчас рядом с ней, с тобой дома, да? Мне отдай то, что ты обещала, частями хотя бы отдай. Вначале она мне кинула вот эти 100 тысяч, типа все. 100 тысяч, что это 100 тысяч мне? Это то, что я только прилетела. А сколько я потратила, делая пенсию? Ну, это бы я и так сделала. Обманывай, не обманывайте. Как бы я бы все равно, моя бы человеческая совесть позволила по-другому сделать. Но на тот момент, когда она мне обещала благодарность это сделать, помочь уехать там в какую-то страну, не знаю, Австралия, Португалия, Америка, я еще не определилась. Там, ну, сам факт. У меня на тот момент была за границей оплачена за последний месяц квартира. Понимаете? А это в районе 100 тысяч надо, 100-120 конвертация. У меня была оплачена. Плюс накопления были, которые я потратила, чтобы прилететь и им помогать. Они за это время, мы, Катя, будем все вместе помогать. Ни разу ни за квартиру в России не помогли мне, не заплатить все это, я платила сама. Ни разу, Славке они ни разу в больницу не съездили, он 2 недели там лежал. Пока вот эти вот комиссию проходил, типа, нуждается он в пенсии или нет. Более того, пока вот это все делалось, 3 раза ровно они ему деньги дали, ну так вот, просто так безвозмездно. Это на Новый год, на день рождения ему подарили 10 тысяч рублей, на Новый год она ему 3 тысячи скинула и еще там что-то. А полгода человеку есть-то каждую неделю хочется, каждый день, извините, и курить. Вообще с математикой проблема. Вы понимаете? А потом ты отдай долги, и проклинать никто не будет. То, что ты должна. Вот этот человек, понимаете, она же и вот этого парня будет поминать. Она его телом, блин, благодарна мне, когда вот это все происходило. Катя, я тебе всю жизнь буду благодарна. Вот она благодарность. Она даже не может исполнить то, что она сделала. Единственное, я ее еще тогда попросила, давай раздели вот эти, у тебя же сейчас есть возможность, ты знаешь, я тогда на тот момент последнее отдала, что у меня было. Еще поменяла по невыгодному курсу там на 10-15 тысяч, блин, а у меня из-за срочности нагрели. Взяли с меня, меняла. И понимаете, я ей пишу, я говорю, ты хотя бы вот эти там, мне половину отдай, 35 тысяч, половина. Нет, она вот этой, блин, корове жирной оплачивает квартиру. Она появилась аккурат, ребят, вот эта вот помогайка, бля, появилась только на похороны, когда уже, были гарантированы, что ей деньги отдадут.
Нигде ничего. Она даже к этой Ульяне, когда она в этом детском доме была, потом в больнице лежала.